А научить вас устанавливать с айфона на любое Android TV устройство приложение по воздуху. Просто это самый простой способ, и очень часто владельцы, а именно айфонов, меня спрашивают, ну как быть, как установить со своего смартфона, например, из Телеграма АПКшку какую-то в Android TV устройство, пусть то телевизор, пусть то Smart TV Box. И это все делается с помощью ATV Tools, приложения одного прекрасного человека и с обзором на канале Технозон ATV Tools. Ну, проверяем название. Да, ATV Tools, поэтому на канале Технозон поехали. Ну, вы сзади меня видите Android TV интерфейс. Все знают, ну, по крайней мере, кто им пользовался, что иногда того, чего нет в маркете, каких-нибудь приложений, которые не поддерживают Android TV, установить, ну, достаточно тяжело. Ну, нет их просто. Например, на текущий момент я хотел бы на этот смартфон установить там какое-нибудь приложение из Телеграма, да, вот, ну, просто его нет. А все. Но у меня, допустим, нет Android смартфона. С Android смартфона это можно через Easy Fire Tool сделать. Вот видео есть у нас в описании под видео, мы уже снимали, то есть с Android смартфона это делается вообще в 2 клика, все отлично, но здесь вообще пошли дальше и сделали еще круче. Во-первых, ссылка на приложение в описании под видео, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить, а мы с вами начинаем. Мы сейчас с вами на страничке ATV Tools. Стоит приложение $19. Поверьте, это абсолютно недорого. Я вам скажу по секрету, это тот же разработчик, который разрабатывал TV Quick Actions для Android TV. Шикарное приложение с возможностью организации автофреймрейта на TV-боксах, которые его поддерживают, ну, на M-Logic процессорах. Здесь мы его сейчас с вами приобретем. Ну, я поддержу автора, потому что $19 это не те деньги. У меня он есть установленный в TestFlight. Я был тестировщиком этого приложения, поэтому все замечания учитывались. То есть это классная тема. Все, Android TV установилось. У нас есть с вами тестовый TV-бокс на Android TV, это TOX 3 с ATV модулем, по крайней мере из него тоже, потому что у него маркет урезанный. Смотрите, я сейчас зайду в Google Play Store, и мы с вами увидим, что у нас, вот, пожалуйста, да, вот такого формата маркет. Ну, допустим, чего-то мы не можем поставить. Очень хочется. Открываем ATV Tools. Мы здесь видим, что мы должны, где нам нужно ввести, вот мы видим IP-адрес, который нужно ввести для того, чтобы законнектиться с приставкой. Перед тем, как коннектиться с приставкой, мы должны, ну, вот здесь у нас есть еще Help раздел, мы должны с вами сделать следующие действия. Для всех абсолютно приставок, кроме юбусов, там это изначально активировано, мы должны включить ADB. Для этого мы идем с вами в настройки об устройстве, опускаемся до сборки и тапаем, допустим, там 6 или 7 раз, не помню уже, на этой сборке. Мы стали разработчиками. Возвращаемся в главное меню, опускаемся ниже. Для этого, кстати, нам даже root права не нужны. Опускаемся ниже, заходим в меню для разработчиков и включаем отладку по USB. Я вам расскажу, в чем фишка. Здесь включено. Есть несколько вариантов. Бывает, что отладка по USB не сама. Я сразу говорю этому ремарку. Есть еще такой вариант, что здесь возле отладки есть отладка по USB через Wi-Fi, либо отладка по USB сетевая, либо есть 3 или 4 различных пункта отладки, которые все необходимо включать. Потому что на некоторых там процах, допустим, на том же на ROG-чипе, на 3588 у меня есть, там нужно включить еще сетевую отладку по USB. Обычно эти все, вот здесь у меня один, и это самая классная реализация в TOX, в Yugus, там очень просто. В Xiaomi тоже точно так же. А есть такие TV-боксы с заморочками. Но нам главное это сделать. Следующее, что нам необходимо, мы возвращаемся в меню, где есть сеть и интернет. Заходим, это актуально и для телевизоров тоже, не только для TV-боксов. Заходим в вашу сеть и смотрим на IP-адрес. Нас интересует IP-адрес, который начинается со 192. Он может у вас начинаться с любого адреса, но не тот, который верхний. Давайте я мышкой. Не верхний, это IPv6. Нас интересует нижний. Вот такой вот с 4 цифрами через точку. 168.50, сейчас 50 и точка 94. Мы нажимаем Connect. У нас происходит, главное, еще главное, чтобы ваши устройства были в одной сети. А у нас все законнектилось.
У нас все законнектилось. Иногда может выдать такую себе интересную картинку, что типа доверять устройству, пытаться подключить устройство, доверять устройству. Выбираете доверять, и будет все в порядке. У меня не появляется, то есть, ну, как бы с югусами меньше, и с югусами, с токсами меньше всего таких вот вопросов, понимаете, в чем прикол. Ну вот видите все, то есть у меня все подключилось. То есть по сути у нас подключено. Что у нас есть? У нас есть внизу разделы Install. Это значит, что мы можем инсталлировать APK, которые есть в памяти нашего айфона. То есть вы их можете предварительно закачать заранее с сайтов. Вы можете предварительно закачать их с Телеграма, неважно. У нас есть Push. Это когда нам просто нужно запихнуть файл в папку, например, Download, в Download folder. Покажу сейчас тоже. Есть Command, где мы можем посылать команды, но это не для простых пользователей. И, пожалуйста, то есть тех, кто знает, что здесь можно, то есть с вашего айфона вы можете выполнять команды ADB. Есть у нас вот такой вот Control Center. То есть мы можем с вами, видите, управлять такой себе пульт, еще с возможностью пульта. У нас есть кнопочка назад, есть кнопочка домик, есть кнопочка меню, есть кнопочки, которые у нас, ну вот видите, по ADB у нас идет управление, есть кнопки управления мультимедиа, но я вам честно скажу, я вот не очень люблю такие моменты. Ну там у меня, видите, я нажал и начало, давайте на домик нажмем и выйдем в главное меню, все. Давай, все, вот он работает с задержками, но это все-таки iPhone. И есть у нас раздел Useful, это где вы можете вставлять текст из клипборда, очень классная тема. Очистить весь кэш из вашего ТВ-бокса, ребутнуть и выключить. То есть это такой себе универсальный инструмент. Также это приложение может инсталлировать не один APK-файл, а сразу несколько. Вы просто выбираете несколько файлов, нажимаете «Открыть», и он пойдет инсталлировать все эти 5 файлов. Нажимаете «Yes», и он те файлы, которые может проинсталлировать, инсталлирует. Тоже это такой эксклюзивный себе функционал. А кроме установки, вы можете еще очищать кэш вашего ТВ-бокса, любого Android TV устройства. Вы можете вставлять текст, который вы набираете на айфоне. Вы можете запихивать просто файлы. Еще есть пульт управления. Вот это вообще нереально круто. Все это через ADB интерфейс с помощью iPhone. Давайте мы с вами попробуем что-нибудь сделать. Я нажимаю Install APK. У меня здесь есть две APK-шки, которые я уже скачивал. То есть я могу сейчас там закинуть SVP плеер, который у нас там был раньше. Но он не установится, потому что это 64-битный файла, но сейчас попробуем еще один, и потом скачаем 32-битный. Смотрите, вы должны еще понимать архитектуру вашего, да, не установится. Где брать APK-шки? Я обычно беру из Телеграма, ну, например, мы зайдем в Технозон Telegram, у нас там есть раздел файлов, вот они, файлы. И здесь можно найти очень много различных APK-шек, очень интересных, которые здесь делятся наши товарищи. Но я, честно вам скажу, я не могу показывать установку этих APK-шек, потому что на меня обидится YouTube и могут заблокировать это видео. Я вам советую зайти и самим посмотреть. Мы сейчас установим какую-то безобидную APK-шку. Официальный Kodi Nexus. Вот это будет проще. Вот мы его, смотрите, нажали скачать. Все, он скачивается. Он скачался. Мы нажимаем. Вот он, видите, качается у нас. Скачался. Отлично. Теперь мы нажимаем на Kodi. Мы нажали на Kodi, нажимаем внизу кнопочку «Поделиться» и нажимаем «Сохранить в файлы». Просто сохраняем и все. Ну, в принципе, мы Kodi с вами скачали. Этого достаточно. Нажимаем теперь Install файлы, нажимаем Kodi 20 Nexus. Вот он просто-напросто проинсталируется. Потому что у нас TOX 3 просто 32-битная архитектура в нем. Вернее, архитектура 64 бит, система 32 бита. И поэтому нам, вот, все, видите, Kodi установился. Мы можем перейти в Android TV. И найти здесь Kodi, который мы поставили, 20 Nexus. Вот он, пожалуйста. Короче, Kodi у нас залетел. Очень просто. Теперь, следующее, Push. Мы можем взять файл какой-нибудь, любой файл притом, и отправить его на нашу приставочку.
Выбрали файлик и отправляем. Мы через push, но оно пишет инсталлин, но нет. Оно его просто-напросто перекинуло, и мы теперь идем в папку download. Сейчас мы откроем любой файл Explorer. Вот они файлы. И вот он, мы этот файл сразу видим в папке скачанные. Вот он. AESR SX2, называется. Таким образом, кстати, вы можете скидывать Yugus модуль для Yugus, да вообще для любого. То есть вам надо файлы накидать, например, там музыку или, фильм, конечно, таким путем нет. То есть вы можете это сделать. Такой же штукой вы можете пользоваться, допустим, Past Clipboard. Например, вы зашли и вам нужно там в поиске, давайте в каком-то поиске чего-то сейчас что-то с вами введем. Вот, допустим, ввод с клавиатуры, Past Text from Clipboard. Мы здесь, допустим, где-то у нас был какой-то текст. Я вам объясню, что таким образом делать можно. Таким образом можно M3U листы, вот там, где они ссылкой, например, здесь любой текст наберем, там, где они ссылкой, вы в интернете скопировали его, и вы можете через это действие сделать вот таким вот образом. Разрешить вставку. Все. Видите, он у нас вставилось в поисковой строке. Невероятно удобно. Можно таким образом вставлять ссылки на плейлисты в любое приложение IPTV. Вот любое приложение. То есть вы можете открывать это очень классно. Нажимаем Clear All Apps Cache. Он просто-напросто их очистит. Мы можем его сейчас ребутнуть, он ушел в ребут. Все делается по-простому, нажатие кнопки. Хотя вот для автора сейчас говорю, что я бы, конечно, Clear All Apps Cache, я бы хотел, чтобы было подтверждение. Reboot и Power Off тоже, чтобы было подтверждение для данного приложения. Но приложение очень-очень крутое. Поэтому, в принципе, я показал основной функционал. Ссылочка на приложение в описании под видео. Ссылочка на TV-боксы актуальные на Android TV. В описании под видео хотите ссылку на iPhone тоже засуну. Хотя не столь суть важно. У нас загружается наш TV-бокс после того, как... Вот видите, сейчас disconnected. Вот еще один момент вам покажу. Сейчас он в дисконнекте, этот приложение. После того, как мы отпустили на перезагруз с помощью этого же приложения. Все, у нас загрузился TV-бокс достаточно быстро. Что нам нужно для того, чтобы реконнектить? Нажимаем на 3 точечки, нажимаем Reconnect. Сейчас он... Connected, все. Законнектилось. Timeout. Все, теперь connected. Заходим. Знаете, что я хочу попробовать? Еще, конечно, YouTube. Вот как работают мультимедийные функции. Давайте сейчас попробуем. Так, включим мой... пробуем. Нажал. Play, пауза работает. Я натапал, конечно, много раз. Давайте следующее видео нажмем. Play проигрывает. Громкость у меня там включен цик, поэтому не будет работать. Давайте домик нажмем. Все, вышло на домик. Да, пульт немножко тормозной, потому что через ADB. Но сам факт того, что он работает. То есть у нас просто-напросто работающее классное приложение, которое мне очень нравится. Ребят, ставим лайк, если вам нравится, что мы делаем. Подписываемся на наш канал. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.